Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк и школа боя УВЭЙ. В этом видео мы покажем, как обучаем своих учеников делать колесо. Хочу заметить очень важную вещь. Если вы хотите делать хорошо колесо, просто необходимо делать хорошо стойку на руках. Итак, будем считать, что у вас стойка на руках хорошая. Первое упражнение – это научиться делать правильно мах. Ставим такой мат возле стеночки и руки вплотную к стенке ставим. И стараемся с силой быстро за счет маха ноги стать, ударить спиной в стеночку. Смотрите. Вот я стараюсь сильно ударить за счет маха. Но если сбоку, то вот выглядит так. Вот раз, встали и обратно назад. Я носки специально не вытягиваю, потому что я иногда достаю потолка. Ученик становится вплотную к стенке. Тазом касается к стене, ноги в стороны, носки колени ровные. А теперь поворот таза. В повороте пошли раз, провернули таз в другую сторону и сошли вот сюда. Так. Хорошо есть. Следующее упражнение. Мы сейчас будем учиться ставить правильно руки, на колесо. Становлюсь боком к стеночке, опускаюсь, для того, чтобы у меня был хороший потом мах и вот толчок опорной ногой. Кроме этого, пальцы рук должны смотреть на стеночку. И руки ставим как будто вот шагаем. Вот. Раз, два. И так отсюда я делаю раз, два, а потом мах, стойку. Оп, вышел. Ноги в стороны, повернулся и сошел тоже в присед. И отсюда поднялся. Снова присели. Раз, два, повернулся и сошел. Вот так через присед. Так. Сейчас то же самое мы делаем, только уже со стойки вот на ногах. Руки вниз смотрят, медленно опускаюсь, колено сгибается, мах, поворот, сошел. Подняли руку. Снова руки опускаем. Шаг с поворотом рук. Ноги в стороны, поворот. Сошли. Следующее упражнение. Попробуем сделать колесо уже без большой задержки возле стенки. Немножко можно покачиваться, касаться стены, чтобы не упасть, чтобы не было страха, что ты упадешь. Ну вот сделать колесо. Я сейчас специально сделаю немножко как ученик. Вот немножко, видите, меня занесло, но я зато не упал. Мне не страшно. Есть. Будем пробовать делать колесо уже животом к стене. Вот здесь как раз страшно ученикам. Желательно, чтобы была стенка мягкая и было безопасно коленками не сбить себя о стеночки. Итак, вот пробуем. Вот мы сделали колесо уже животом к стенке. Следующий этап. Есть линия. Вот у нас видно вот эта линия. И пробуем сделать колесо по линии. Руки и ноги ставить на линию. Выше и обратно. Следующий этап – это несколько колес подряд. Но для этого надо научиться делать как раз поворот на одной ноге. Итак, делаем колесо. Приземлились. И отсюда нога упала, но мы ее потом поднимаем, как ласточка, и поворот. И снова пойдет. Итак, колесо с таким поворотом. Раз. Два.
и так дальше. Следующий этап — это пробуем колесо делать в длину, максимально в длину, по линии. Следующее упражнение — это научиться правильно наклоняться вперед, чтобы вы животом ложились на бедро. Итак, я стою по линии, наклоняюсь вперед, ножки немножко сгибаю, вот, уже руки здесь. И в конце только толчок ногой, одной и другой. Я руки ставлю по очереди на линию. Вот, раз, и вышел. И обратно. Стою, живот лежит на бедре, снова раз, вышел. И вот такие перебросы, они учат меня живот ложить на бедро и после колеса также оставаться, чтобы потом подняться. И завершающий этап колеса. Стоим, исходное положение, основная стоечка. На шаг правой ноги у меня руки идут назад. Потом поднимаю руку, руки поднимаю, поднимается нога, носочек натянул. И здесь уже руки, корпус и нога одновременно поднимаются, как единое целое, на колесо. Итак, раз, два, три. И поднялись. Опять на другую руку. Раз, два, три. Итак, первая ошибка. Если у вашего ученика плохая стойка. Давай. Вот. Видите, прогибается. Прогиб — это ошибка. Второй. Плечи выходят вперед. Вот. Тоже ошибка. При таком положении ваше колесо будет неровное. Ваше колесо будет ходить в сторону. Вы не сможете делать его быстро и качественно несколько раз подряд. Второе. Обычно бывает, делают по линии, и вместо того, чтобы ставить ногу на линию, они как-то вот зашагивают в сторону. И получается вот так зашагивать. Попробуй, покажи. Вот. Не по линии, а вот зашаг, да. Вот. Видите, нога делает зашаг вот в сторону. И тогда тоже уносит. Стараемся делать четко по линии. И следующая ошибка. Ученики делают колесо не прямо, вот животом ложатся на бедро. Вот если мы делаем, я ложусь на бедро и потом также с бедра поднимаюсь. А делаю боком. Пожалуйста. Вот так, да. Оно похоже на колесо, но это уже совсем не то. Во-первых, колесо очень хорошо развивает координацию. Во-вторых, это один из очень красочных и максимально распространенных элементов, которые можно использовать в каких-то показательных выступлениях. Ну, плюс тут тоже, делая колесо на левую и на правую руку, у вас тоже укрепляется плечевой пояс, у вас развивается та же растяжка, развивается максимально хорошо координация. И колесо — это тоже одно из базовых упражнений для того, чтобы научиться потом делать рандат. А рандат — это уже как трамплин для следующих акробатических элементов. Так что пробуйте. Колесо очень распространенное, упражнений достаточно для того, чтобы научиться его делать. Это одно из базовых упражнений, поэтому этому элементу надо уделить очень много внимания. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.